порежу картошечку. Фух, находилась так, что устала, если честно. Ну, 18 километров примерно я прошла. И сегодня жарко. Как бы рюкзачок достаточно тяжелый. И плюс я давненько не ходила на такие дистанции. Ну, чувствует тело, конечно. Вот. Пришла в свою любимую лесополосу. Здесь, конечно, не так красиво, как в лесу у ручья. Нет цветов, просто зеленая трава. Ну, однако я тут нарвала чесночницы. Помимо крапивы нарву к мясу еще и чесночницы. Коли я ее встретила, будет замечательно, учитывая, что по вкусу действительно напоминает чеснок эта трава. Обалденный запах. Запах, кстати, чеснока. Вот. Ну, буду готовить мясо. Собственно говоря, это план на сегодня. Прогуляться, так, не по-детски. Приготовить мясо, покушать, отдохнуть. Ну и снять фильм, конечно. Начинаю. Будет не просто мясо, вот этот небольшой кусочек, но забежав домой, я почувствовала, что очень проголодалась, и поэтому взяла еще и картошечки. Так, ну картошку потом, вначале мясо. А мы сделаем вот так. Еще не нагрелась. Кстати, как только в моем фильме каком-нибудь появляется новая печка-щепочница, а потом, допустим, в следующий фильм я ее с собой не беру, некоторые зрители мне пишут: Таня, типа, а что ты эту печку-то не взяла? Ну, дело в том, что у меня, как вы знаете, очень много печек-щепочниц. Все они на самом деле замечательно работают. Но я не люблю брать печку-щепочницу абсолютно в каждый поход. Я беру, иногда не беру. Иногда пользуюсь костром. Тем более, что из веток можно легко и просто сделать природную печку-щепочницу. В общем, печки-щепочницы мои будут время от времени появляться в моих фильмах, но не обязательно, что в каждом. Итак, мясо шкварчит. Пока мясо жарится, порежу вот картошечку вот так вот. Потом пластиночками ее вот так и пожарю. Ну и думаю, надо мою травушку сполоснуть. Сполосну я ее, хотя можно в пакете сполоснуть. Она подвялилась. Пакет вообще удобный такой. Удобная такая емкость для полоскания чего-либо. Все. Так, думаю, мое мясо там пора накрывать или переворачивать. Так, что там с ним? Да-да-да. Накрываю. Напоминаю, здесь крапива и чесночница. Все это пойдет к мясу. Воду выливать не буду с пакета. Пока завяжу, поставлю. Потом затушу костер. Мясо прям таки поджарилось. Пора укладывать картошечку.
вместо соли взяла сахар. Ну, придется обойтись без соли. Ну, зато у меня куча специй. Картошечка практически готова. Я думаю, тоже. В общем, ребята, вместо соли взяла сахар. Я не только сегодня мясо забыла, но я еще и вместо соли взяла сахар. Ну, в общем, конечно, я сахарить не стала наше блюдо. Вот. Но специи я ими посыплю. К счастью, я дома посолила, поперчила мясо, поэтому несоленым у меня только останется картошечка. Ну, я думаю, специи сгладят вкусовые качества. Я тут с краюшку высыплю томиться зелень. И протомиться ей нужно буквально, вот, не знаю, минутку, чтобы она свои, как бы, полезные вещества не потеряла. Ну, а я так нехило зелени-то нарвала. Мне казалось мало, но не мало. Итак, крапивушка идет в сковородку. Вот я ее сейчас накрою, эту зелень, и она протушится буквально за минутку до готовности. Не знаю, прошла минута или нет, мне кажется, прошла по моим внутренним часам. Может, еще и не прошла, конечно, но зелень вот выглядит теперь так. Я ее тоже сейчас специями посыплю, дабы усилить вкус. Я люблю специи. О, мясо вообще подрумянилось. Ну, картошка вроде тоже нормальная. Сковороду сняла. Папам! Вот такая красота. Тра-та-та. Угу. Замечательно. Что-то такое получилось мясо. Попробуем сейчас как на вкус. Сейчас я его порежу сразу на кусочки. Знаете, что забавно? Я и дома, вот этот сахар, который я взяла, я его попробовала. Я попробовала, ощутила, что это соль. Это я насколько была задумавшаяся, если я сахар приняла за соль. Ну, как я уже говорила, к счастью, мясо я посолила заранее. Шикарно. Просто отпад. Кстати, на соль вообще великолепно. Думаю, соленое мясо скрасит несоленую картошку. Но нужно просто есть прикусочку. Угу. Ну и зелень. Нашу дикую кухню. Напоминаю, крапива и чесночница. Сейчас все это пойдет в мой рот. Не все дикорастущие травы вкусные, но вот крапива и чесночница — это супер. К мясу вообще замечательно. Сама себе приятная, сама себе довольная.
устроила вкусный выход на природу. В общем, всем приятного аппетита. Я буду наслаждаться трапезой, погодой, природой. Да, намотала сегодня лишние километры, но моему телу это не повредит. За зиму засиделась, растолстела, признаюсь. Костер, как всегда, не подкладываю. Пока покушаю, он прогорит. Потом залью водой остатками. И засыплю землей. Вкуснятина. Я так проголодалась сильно. Конечно, по плану было все это великолепие приготовить в красивом цветущем лесу. Ну, увы. Ну и ничего. Лес я посмотрела. Мясо я приготовила. Что еще нужно для счастья? Ладно, камеру выключаю. Потом включусь, когда прощаться буду. Все так выглядит место костра. Уже нету даже малейшего дымка. Все забрала, все почистила. Можно идти домой. В общем-то, с вами была Татьяна Гордеева. Выходите на природу, готовьте вкусняшки и получайте удовольствие. Фазан. Вон, фазаниха. Фазан в одну сторону, фазаниха в другую. Все. А вот этого я никак не ждала. Это же сморчок первый. Ну, сейчас у нас такая засуха. Они, наверное, уже вовсю бы росли бы. Ну, и это первый. Я сегодня очень много прошла километров. Вот первый, да, действительно такой полувысохший нашла. Пускай растет, не буду его трогать.